Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вертуты с яблоками. Одну готовлю в духовке, вторую на сковороде. Они получаются такие вкусные, сочные. Внутри много начинки и такое вкусное, хрустящее слоеное тесто. Это вертута, приготовленная в духовке. И вторая вертута, приготовленная на сковороде. Друзья, выбирайте сами, какой способ приготовления вам понравился больше. Нам нравятся оба, а мне лично больше нравится на сковороде. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку, добавляю соль, перемешиваю, вливаю растительное масло без запаха и хорошо все перемешиваю до получения такой однородной крошки. Благодаря маслу, которое вливаем именно вот так в муку, тесто получается слоеное. Вот такая крошка должна получиться. Теперь сюда я добавляю одно крупное яйцо. Вес яйца со скорлупой примерно 70-72 грамма. И постепенно буду в тесто вливать воду. Сейчас добавляю немного и буду смотреть по консистенции, сколько воды понадобится. Замешиваю тесто руками, чтобы оно стало гладким и таким эластичным. Оно не должно быть сухим. Добавляю воду. Кстати, это тесто можно готовить и без яйца. Добавляете только воду. Такой вариант теста очень подходит для тех, кому нельзя есть яйца или в пост. Я с таким тестом без яйца готовлю самые разные пирожки. Ссылки на эти рецепты я оставлю под видео в описании. Посмотрите сейчас, какое тесто у меня получилось. Вот такое нежное, мягкое. Я добавила не всю воду, буквально миллилитров 10, наверное, у меня осталось. Немного домешу тесто на столе. Подкатываю его в шар и обязательно надо оставить его отдохнуть. Тогда оно станет более таким гладким и эластичным и будет легко раскатываться. Перекладываю в пакет и оставляю прямо на столе примерно минут на 30. Для приготовления начинки мне понадобится сахар смешиваю с крахмалом. Я использую кукурузный крахмал, можно использовать и картофельный. Также сюда вы можете добавить еще и корицу. Я не добавляю. Хорошо все перемешиваю. Яблоки очищаю от кожицы. Для этого рецепта, на мой взгляд, лучше всего использовать яблоки с легкой кислинкой. Всего для рецепта понадобится 6-7 крупных яблок. И теперь все яблоки я натираю вот на такой терке, чтобы получились тонкие дольки. Если вы хотите, конечно, яблоки можно и порезать мелкими кубиками. Но мне вот таким образом начинка нравится больше. Все получается, закручивается такими красивыми слоями. Все яблоки поливаю лимонным соком и перемешиваю. Как видите, их получается много. Вертута получится очень сочная. Тесто отдохнуло, достаю его из кулька. Разделю на 2 равные части. И сегодня я буду готовить 2 вертуты. Одну буду запекать в духовке, а вторую буду готовить на сковороде. Оба кусочка теста подкатываю в шар. Один кусочек перекладываю обратно в пакет, а второй буду раскатывать. Тесто здесь такое хорошее и в нем достаточно много масла. Я даже дополнительно при раскатке не буду пользоваться мукой. Оно так прекрасно раскатывается и не прилипает к столу. Раскатываю в очень тонкий пласт. Постараться надо это сделать как можно тоньше, чтобы получилось больше слоев у вертуты. У меня получился вот такой очень тонкий просвечивающийся пласт теста. Толщина примерно 1,5 мм, не больше. Сверху на тесто я насыпаю половину сахара с крахмалом. Крахмал не даст начинке вытекать. Распределяю ровным слоем. Я немного не дохожу до края. Здесь оставляю чуть больше места. Начинку также делю примерно пополам, все яблоки, и выкладываю сверху на тесто. Стараюсь распределять таким ровным тонким слоем. Яблоки тоже будут закручиваться в тесто и образовывать такой слой. И теперь все аккуратно скручиваю в рулет.
Рулетик переворачиваю швом вниз и подкручиваю улиткой. Сформированную вертуту аккуратно приподнимаю и переношу на противень. Теперь немножечко его таким образом прижимаю. Делаю чуть более плоской. Эту вертуту я буду запекать в духовке. Сверху я ее смажу желтком и молоком, чтобы получилась такая румяная и красивая. Разбалтываю и промазываю. И также по желанию можно еще присыпать орешками. И сейчас первую вертуту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Вертута должна красиво подрумяниться сверху. И теперь точно таким же образом я буду формировать вторую вертуту. Как я уже сказала, вторую вертуту я буду готовить на сковороде. По вкусу они получаются абсолютно разные. У меня, по-моему, вторая вертута получилась чуть-чуть побольше. Сейчас я ставлю разогреваться сковородку. У меня вот такая хорошая сковорода с хорошим покрытием и толстым дном. Наливаю немного растительного масла. И теперь аккуратно выкладываю вертуту на сковородку швом вниз. Закрываю сковородку крышкой и на очень маленьком огне готовлю с каждой стороны примерно по 15 минут, чтобы внутри хорошо проготовилось тесто и яблоки. У меня прошло примерно 15 минут. Посмотрите, какой замечательный пирог получается. Сейчас его надо аккуратно перевернуть. Я беру большую лопатку и вот таким образом быстро переворачиваю. Снова закрываю крышкой и готовлю еще 15 минут. Первую вертуту я достала из духовки. Посмотрите, какая красавица получилась. Вертута на сковороде у меня тоже уже фактически готова. Сейчас я хочу ее еще раз перевернуть, чтобы она чуть больше подрумянилась с этой стороны. И уже крышкой я сейчас ее накрывать не буду. Вообще вертуту можно несколько раз переворачивать туда-сюда, и она будет такая с поджаристой корочкой. Как видите, когда жарится вертута на сковороде, она немножко тесто лопается, вытекает немного сок яблок. Этот сок карамелизируется и впитывается в тесто. Вертута получается такая вкусная. Сейчас немного еще обжариваю со второй стороны и снимаю пирог со сковороды. Какая хрустящая корочка получается сверху. Пергаментную бумагу я слегка присыпала сахарной пудрой. И теперь снимаю вертуту со сковородки. И рядом выкладываю вертуту, которую готовила в духовке. Как я и сказала, вертута на сковороде у меня получилась чуть большего размера. Я даю пирогам совсем немного остыть и присыпаю сверху сахарной пудрой. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Пишите в комментариях, какой способ приготовления вертуты вам понравился больше. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.